В последние месяцы Армения стала центральным игроком на Южном Кавказе в контексте региональной безопасности, транспортной интеграции и урегулирования давних конфликтов с соседними странами. Основной акцент в международных и внутренних дискуссиях сосредоточен на подготовке и подписании мирного договора с Азербайджаном, вопросах конституционной реформы, судьбе переселенных армян из Нагорного Карабаха, а также на обеспечении устойчивой энергетической и транспортной инфраструктуры. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы подчеркнул, что термин «Зангезурский коридор» не существует в официальных документах и не будет фигурировать в любых согласованных с Азербайджаном соглашениях. Он отметил, что никто не имеет права присваивать название суверенной территории Армении без ее согласия, считая подобные попытки грубым нарушением принципов взаимного признания суверенитета. Этой же позиции придерживается вице-премьер Мгер Григорян, который на заседании СНГ предложил использовать альтернативный термин – маршрут Трампа для международного мира и процветания – ТРИП, подчеркивая, что любые новые названия должны согласовываться сторонами и не нарушать суверенитет Армении. Внутренний юридический контекст остается ключевым элементом для Армении при подготовке мирного соглашения. Пашинян заявил, что необходимости внесения изменений в Конституцию для заключения мирного договора с Азербайджаном нет. В сентябре 2024 года Конституционный суд признал регламент совместной работы армяно-азербайджанских демаркационных комиссий, утвержденный ранее, не противоречащим Конституции и подтверждающим, что Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану. Аналогичные положения отражены в парафированном тексте будущего мирного соглашения и ссылаются на Алма-Атинскую декларацию о территориальной целостности стран. Премьер подчеркнул, что после ратификации соглашения международный договор будет иметь высшую юридическую силу над внутренними законами, что создаст правовую основу для долгосрочного мирного урегулирования. В вопросе судьбы карабахских армян правительство Армении выработало стратегический подход. Пашинян отметил, что перемещенные из Нагорного Карабаха лица должны быть интегрированы на территории Армении с предоставлением гражданства, социальной и жилищной поддержки. Он также выразил мнение, что массовое возвращение беженцев в регион в текущей ситуации является нереалистичным и потенциально опасным для мирного процесса. Подчеркивается, что политическая и гуманитарная стабилизация возможно через постепенную интеграцию населения и обеспечение их экономических перспектив на территории Армении. Экономическая и инфраструктурная сфера также активно обсуждается на международном уровне. Проект ТРИП, инициированный в рамках Вашингтонской декларации, предусматривает развитие транспортных и логистических маршрутов между Арменией и Азербайджаном, связывающих Южный Кавказ с Европой и Центральной Азией. Армения заинтересована в обеспечении функционирования этих маршрутов под национальным контролем, с соблюдением правил безопасности и прозрачных процедур транзита. США рассматривают проект как инструмент усиления энергетической безопасности Европы за счет увеличения поставок азербайджанского газа, минуя Россию. Министерство энергетики США отметило потенциал Азербайджана как поставщика нефти и газа, способного укреплять региональное сотрудничество. На международной арене позиции сторон многогранны. Франция и ЕС оказывают политическую и дипломатическую поддержку мирному процессу, подчеркивая важность соблюдения международного права и прав человека. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал предварительное подписание декларации о мире между Арменией и Азербайджаном, отметив значимость этого шага для стабильности региона. США остаются ключевым координатором инициатив по транспортной интеграции и энергетическому сотрудничеству, уделяя особое внимание проекту ТРИП. Россия сохраняет стратегический интерес в регионе как якобы гарант безопасности Армении, поддерживая военно-политическое присутствие на территории страны. Почему якобы? Потому что начиная с 2016 года Россия фактически не поддерживала Армению в военной сфере и, напротив, продавала оружие Азербайджану.
В свою очередь, посол России в Армении Сергей Копыркин подчеркнул, что российское военное присутствие остается несущей конструкцией системы безопасности и важным фактором региональной стабильности. Российская сторона акцентирует внимание на необходимости учета членства Армении в ЕАЭС, на согласовании режимов транзита и безопасности транспортных коммуникаций в рамках проекта ТРИП. Внутри Азербайджана сохраняется высокая военная активность и продолжается модернизация вооруженных сил. По данным издания Defense Arabia, ведутся закупки и обновление артиллерийских систем, танков и средств ПВО, а также осуществляется сотрудничество с Израилем и Турцией в сфере высокотехнологичного оружия. Военные реформы включают продление сроков пребывания в резерве для прапорщиков и мичманов, что позволяет более эффективно использовать опытных специалистов. Эти меры демонстрируют готовность Баку к потенциальным региональным конфликтам, хотя официальные лица утверждают, что ориентированы на мирное урегулирование. На дипломатическом уровне отмечается постепенное восстановление и расширение контактов. Встреча Пашиняна и Алиева на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене стала важным сигналом готовности сторон к сотрудничеству, обсуждению инфраструктурных проектов и реализации Вашингтонской декларации. В ходе дискуссий также поднимались вопросы прекращения Минского процесса ОБСЕ и пересмотра структуры международного посредничества, что в Ереване и Баку рассматривается как возможность для ускорения региональной интеграции и укрепления доверия между странами. Несмотря на прогресс, аналитики отмечают, что нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном требует времени и постепенной работы. Бывшие дипломаты указывают, что установление настоящих доверительных отношений между народами может занять 1 или 2 поколения, и любые преждевременные шаги могут вызвать обратный эффект. Тем не менее, подготовка к подписанию мирного соглашения, реализация инфраструктурных проектов, расширение международного сотрудничества и внутренняя конституционная и социальная политика создают условия для долгосрочного мирного процесса. Подводя итог, можно отметить, что Армения последовательно отстаивает свои национальные интересы, демонстрируя готовность к сотрудничеству и реформам, одновременно требуя уважения к суверенитету и конституционной правовой базе. Азербайджан же продолжает активно модернизировать армию и настаивает на выполнении своих условий, включая открытие транспортных маршрутов, которые он время от времени называет «Зангезурским коридором», а также корректировку правовой базы Еревана. Международные игроки, включая ЕС, Францию, США и Россию, играют роль как посредников, так и заинтересованных сторон, что делает региональный процесс многослойным и подверженным влиянию глобальной политики. В совокупности эти факторы формируют сложную, но структурированную систему взаимодействий, от которой зависит дальнейшее развитие Южного Кавказа. Будьте с Регньюз. События развиваются прямо на наших глазах.